Вот. И тогда завтра я еду в город Дидим, вот, ради чего, в принципе, как бы вот первая точка, первая цель. Доброе утро, друзья. Поздно включил камеру, но ничего. Тут что? Вот такой частный сектор. Вот там около моря стоял вот этот мотель. Называется мотель. Все, с Богом. Вот он, красавец-то, а? Сейчас поедем по этому великолепному мосту. Чанакале называется. Чанакале. Окей. Dankeschön. Ё-моё, вот это махина, а! Просто офигенный. Молодцы, турки, молодцы. Я не знаю, правда, вроде они совместно с Китаем строили, или китайцы строили, и турки помогали, но это не важно. Круто, круто. 6 полос, 3 в одну, 3 в другую. Да, на минуточку. Кстати говоря, вчера там интернет был, ну-ка, думаю, посмотрю, что там за Чанакале. Саня мне написал, что типа мотоциклом нельзя ездить. Я думаю, как нельзя, я же проезжал. Ну, думаю, поинтересуюсь. Вот. Ну и поинтересовался размерами этого моста. Значит, длина пролета, вот этого подвесного пролета, вот который здесь, да, длина вот этого пролета 2 километра 23 метра. Это самый длинный пролет в мире. Это реально, друзья. Я еду сейчас по самому длинному подвесному мосту. Ну, вот этому пролету, по крайней мере, между опорами. 2 километра 23 метра. На минуточку, если сравнить вот с Крымским мостом, Керченским мостом, да, который там, я не знаю, столько было эмоций, столько, да такой крутой, да такой. Я тоже посмотрел, думаю, ну-ка сравню. Я, короче, в ступор вошел. Длина моста, Керченского моста, 270 метров. В 10 раз почти меньше, чем вот этот. В 10 раз, да. 2 километра и 270 метров. Ё-моё, вот такая жаба там сидит под водой. Я сейчас гляну, что-то думаю, воду задела, она туда, вот такая вот. Сейчас покажу. Вон она сидит в углу. Короче, я приехал на кемпинг. Денек сегодня. Следы падений. Эх, старпер. Тут вроде бы сумочки выдержали. В общем, дело было как. Конечно, я думаю, что, наверное, процентов 20 тут сыграла. Процентов 20, но не больше. Усталость. Потому что, как бы, ты уже в трансе находишься, в трансе, и ты
Мотоцикл управляется четко, прям приятно. В повороты закладываешь его, он прям стоит как влитой. Это как бы немножко не то чтобы спровоцировало, но я в кольцо, раз в кольцо вот так вот, чик-чик, и пролетел. И, видать, это первый фактор. Второй, вот эта усталость, может быть, немножко, можно было как-то это посмотреть. Оно какое-то черное все, во-первых, да, и скользкое просто, капец. Там, не знаю, его там накатали резиной или чем, фиг его знает, короче. Вот. Я даже не заметил. Я просто еду, бах, такой. И, короче, слышу такой этот скрежет. Мне подножку сточило. Сейчас посмотрю. Вот. Тоже обточило вот этот вот край. Ага. Я так вот шел, в кольцо вот так вот захожу. Так, я упал на правую сторону, то есть на левую. То есть, получается, я так вот начал только перекладывать мотоцикл, у меня так вот выскользнул. Я упал, вот так развернуло его, так вот. И я задом качусь, я уже это, голова включилась, все, включилась, думаю, блин, сейчас я думаю в этот бордюр, там же бордюр. И это, думаю, в этот бордюр сейчас что-нибудь маятником или что, и на тормоза. Я заднюю тормоз еще правой ногой, передний давлю сильнее, так, ну, думаю, это затормозить, чтобы скорость потерялась. Бум! Взад. Вот. Я тут подправил номер. Вот, настроение немножко, конечно, подпортилось. Главное, вот. Тут железяка. Если бы, может быть, не железяка, вот эта, может, она бы выдержала, но это вообще стерла. Но надо учитывать, что весь мотоцикл упал на эту сумку, его вот так развернуло еще. Кожа отработала. Вот, локтем. Защита сработала, локоть сместился, но все-таки кожа тут и здесь вот. Все, слава богу. Сгущеночка-то выдержала. Ну-ка, стаканчик. Ёкана-мана. Стаканчик не выдержал. Да, недолго она у меня побыла. Так, ну это-то окей. Американская штуковина за 170 евро. Так. О. Ё-моё. Фух. Так, ну не погнулась, вроде не погнулась. Ну что, матерая фигня теперь получилась. Ё-моё. Ё-моё, дырка. Нифига себе, я бороздил. Ёшкин кот, а? Чё, я остался без чая? Фу, слава богу, верхняя. Верхняя мне нафиг не нужна. Замяло. Тут она пробороздила. Ну, тут вроде все выдержало. Вот этот угол. Ну да, тут, во-первых, вот это железо все сработало, да, получилось. Ну, главное, лямки не оторвались, ремни не оторвались. Дуга отработала. Все, не хвалят эти дуги родные, мягкие. Они на соленблоках. Поэтому все отработало как надо. Весь вес мотоцикла пришелся на эту точку. Ну и здесь тоже, да.
Алейкум ассалам. Hayırlı akşamlar komşu. Так, короче, пока тут болтал, уже скоро солнце сядет. Вот, получилась скороварка. Так, хоп, задвигаешь. И все, как по резьбе, ё-моё. Посмотрим, какая разница между сюджуком у нас и здесь. И здесь я ее порежу. Так. Вкус совсем другой. Чувствуется, турецкая корова была. О, ну все, нажрался как поросенок. О, живот аж трещит. Доброе утро, друзья. Вот, несмотря на все нюансы, утро все равно доброе. Самый главный и серьезнейший недостаток этого кемпинга, несмотря на всю хвойный такой лес, близость моря, это вот дорога. Просто капец. Всю ночь хорошо у меня затычки, я вспомнил про них, заткнул уши, но все равно не помогает. То есть бесконечно. Вот они тут тропинку натоптали, ё-моё, нифига себе. Целый автобан. Вон. Работают, тащат. Надо, наверное, мотоцикл мне перегнать на ночь в другое место. Вот тащат. Утром встанешь, а он где-нибудь там в муравейнике сидит. Ё-моё, вот так, если гляньте. Вот. Да? Дорогу видите? Автобан целый. Вон туда аж идет. Так, с поворотами, разворотами. Вот он. Я тут, получается, стал прямо у них на автобане. Ё-моё. Фига у них дорожка тут вытоптанная. Интересно, куда они? Вот тащит. Кого он таскает? Короче, вот. За кордон ходит. Чего вы тут ищете? Сейчас планы у меня какие? В 5 километрах отсюда находится первая моя точка, в которую я все это время ехал. Уже умудохался, кости уже, вот этот вчера я, видать, шмякнулся, сейчас бедро болит, ну локоть, ну ничего, старые кости выдержали пока. Везу рубаху, в принципе, специально для вот этого места, и брюки. Видите вот эту птичку? Невинную такую голубку. Она только что меня ограбила, печенье утащила. Пока я ходил там сюда положил печенье, здесь лежало мне там оставалось 4 штучки, наверное. Нету. Вот, думаю, помните, как это? Меня ограбила невинная старушка. Тупой еще тупее. Так и меня. Вот. Кофейку заварил. Не пожалел сгущенки. Уж прям. Ну что, атеисты, эволюционисты, пришло время вас разоблачать, а? Вот, взгляните-ка вот на эту стенку. Видите? Вот. Как вы думаете,
Кто это сделал? Конечно, современные люди это сделали. Да-да, современные, мы с вами. А вот это сделали, как вы думаете, кто? Конечно, по вашей версии это обезьяна. Ну или почти полуобезьяна, получеловек палкой-копалкой выдолбил вот эти гигантские просто колонны. Мама родная. Меня, честно говоря, дух захватывает. Дух захватывает от этого. О! Вы даже не можете себе представить. Да, вы будете смеяться. Вставил новую батарейку и опять села. Я это к тому, что современные технологии, да? Как это вот такая вот фигулина ни хрена не работает. Сейчас поменяем. Кстати, как вам господинчик этот? Я только для этого момента вез эту одежду. Чтобы, так сказать, не ходить как бомж по такому сооружению. Ё-моё, а? Ребята, а как вам вот это? А? Вы посмотрите. Ни одного фальшивого участка. Здесь вот так. Это цельный камень. Здесь вот так. Потом пошло вот это. В эту сторону. Это в эту сторону. Вот углы. Вот они. Раз, два. И там также. Это угол по центру, да? Офигеть. Это просто офигеть. Я так думаю, это они не доделали. 100%. Вот нижняя часть пошла. Вот они низ прошли. А потом должны были вот этот верх. Вот она заготовка. Стыковка, видите? И как современные люди делают. А вот под углом. Это так, этот ровно. Посмотрите зазор, да? Вот эту плиту задвинуть. Тут же ни раствора, ничего нет. А? Один блок. Второй блок вот этот. И здесь должны были быть... Все это завалится. Это... Простояло столько землетрясений, потоп, даже потоп разрушил только частично. Как вам вот эта вот каменюка, а?
Впечатляет размерчик? А? Просто впечатляет. Ё-моё, вот они, вот эти все подколонны. Короче говоря, вот здесь, понятно, они поднимали вот этот фундамент, вывели его вот сюда под ноль, да, и потом здесь сверху укладывали плиты, уже такие обработанные. Или, вероятнее всего, они сюда ложили вот эти плиты из, наверное, более красивого мрамора, белого, как там вот. И потом сверху здесь вот все выводили. А это, да, низ они прошли, а верх не закончили. И пришла пагуба на них. Вот так. Да-да. Внутрь я еще не заходил. Как вам, а? Домино сложилось. Вы посмотрите, а? Горизонт выровнен, то есть отрезано, такие блины нарезаны. Потому что если там 1-2 градуса даже, да, криво, второй 1-2 градуса криво, то это уже 2 блина таких поставишь, будет уже 4. И вся эта конструкция завалится. А какой фундамент надо сделать? Вот этот фундамент наши делали. Наши, вот сразу видно. Налепили из того, что было. Я тебя слепила. А это вот обезьяны. Блин. Центр выбранный, да? Но это углубление. Пойдем с той стороны зайдем. Вот. Ага. Нет. Я думал, что он сначала был такой, а потом они шлифовали. Ничего подобного. Это выше, это ниже. Такое ощущение, что вот это... Не, а как это? Я не знаю даже. Вот они эти. Раз, два. Очевидно, или сюда вставлялись какие-то зацепы. Вот. Это гомо сапиенсы тут начертили. Это она углублена, то есть как бы, или возможно потом они вот этот круг сделали, чтобы, не знаю, может, чтобы никакого раствора они здесь не применяли. Вот это каменюки, а. Ёлки-палки, а. Посмотрите. Стены, посмотрите. А? Как вам? Ну-ка, стрельните. Да. Ровненько. Посмотрите, а. Полюбуйтесь. Это не конструкторы Лего. Да, вот они по всему периметру прошли. Низ выбрали. А верх надо было позже выбирать. Или возможен вариант. Так, а тут что? Вот. Это откололся. Ё-моё. Вот это зазор. А? Как вот такой камень сделать, поставить сюда, на него второй, третий, и чтобы вот такие были зазоры. Вы представляете, какая точность, а? Вот, посмотрите. Это не миллиметровый, да, какой-то. Это целая стена, гигантский камень. А вот еще один секрет. Посмотрите на это. Видите, как сделано? То есть внутри необработанные камни.
снаружи обработаны, но посмотрите, как они обработаны. То есть только лицевая сторона, вот там сантиметров, допустим, 20, да? И вот эти 20 сантиметров обработанные, так соединены, без зазоров. Не, ну вы только представьте, то есть вот эта лицевая остается, и туда камень заходит. Это еще сложнее. То есть, на мой взгляд, это тебе надо вот лицевую сторону выбрать, чтобы идеально была стена. Не просто цельный камень отрезать, да, туда-сюда. Вот, кстати, да, это оригинальные колонны, 100 пудов. Вот обвешали немного. Ну вот они, видно там сколько их. 3, 2 колонны, вот они в ноль выходят. Как одна. То есть ты не видишь. Вон она вторая выглядывает. И здесь 2 ряда колонн, да, вот крайний и здесь внутренний. Представляете, как это было, да? Вот они. От этих колонн валяются куски. Но это же не только просто, да, изготовить. Это надо изготовить красиво. Так вот. Вот чем они делали. Ну тогда понятно, конечно. Вот такой палкой это можно сделать. Раз берешь и долбишь вот так. Выбрать эту симметрию. Эту симметрию. Сейчас, если здесь нанести лазером какой-то рисунок вот такой и попытаться по этому рисунку выдолбить, что получится? Ни хрена не получится, друзья. Ничего у вас не получится. Вот посмотрите, листочки, вот они. Это как будто лист. Ёшкин кот, а. Да. Что могу сказать? Впечатляет. Знаете, атеистам надо сюда приехать, чтобы эволюционистам, чтобы ощутить себя просто каким-то этим муравьем. Ну или как хотите, или обезьяной. Такой умной обезьяной, не более. Когда вы видите все вот это, ты себя ощущаешь, ну так, как букашкой, безмозглой. Знаете еще, что я вот все думаю, проблема-то еще состоит в другом: изготовить эти камни, установить и построить, да. Допустим, это строит команда строителей. Один там, другой колонну, этот. То есть 1000 деталей, все в одном комплексе. То есть это что у них там? Бюро конструкторское разработало, каждому выделили листочек, он смотрит, мне надо вот эту деталь сделать, эту. Какие листочки? Какая письменность? Не было письменности. А вот задумайтесь теперь как-то. Но у меня есть ответы. Я их искал и нашел. Поэтому атеистам это не понравится, конечно, но ё-моё, это просто, это офигеть. Сейчас кадры засниму. Интересно, а? Видишь, да? Ёлки-палки. Я понимаю, что для камеры это и по телевизору это все такая. Ой, красивые. Вот рабы построили, рабов нагнали, вот они тут долбили день и ночь. И пошел дальше. В ресторанчик сходил. Салатику поел. Ё-моё. Просто это гигантское. Казалось бы, 2-метровым мне, 1,5-метровым карликом, нафига вот это?
Нафига вот эта махина? А? Тоже нет ответов. Ну, есть, конечно, миллионы лет. Что еще? Инопланетная цивилизация, ну и прочая лабуда. Вот посмотрите пол, а? Представляете, тысячелетия стоят. Ну, естественно, это же не плитка, это же камни. Вот здесь видно. Да? Вот выбрано. И вот они колонны. Цельная деталь. Цельная. Вот это. Потом пошла вот это. Вот тут посмотрите, как сделан этот самый потолок. Ё-моё. Ё-моё. Посмотрите-ка, а. Вообще рука скользит. Нету ни стыков, ничего. Тут людишки ходили, да, обычные. Вот он потолок. И был. Вот она дверь. Нафига было заморачиваться вот этими косяками, а? Вот эта плита. Нафига? И на ней стоит, да, на ней стоит верхняя перегородка. Здесь угол. Наверное, это камень. Это цельный камень, так загнут. Не загнут, а так выбран. Вот он. Где зазор, ребята? Как это можно задвинуть? Как можно вот эту деталь сделать, сюда поставить? Ну, вторую. Вот посмотрите. Вот до сюда. То опять маленькую. А? Блин. Это обезьяны. Наделали чего, а? Так, здесь угол есть. Ага. 45 градусов. О, вот она. Орнамент пошел такой. Это же единая деталь, это не приклеен какой-то там. Кстати, вон угол, да, и продолжение. И он весь соединяется. Вот. Смотрите-ка. Оп. Не просто выбрано, да? Так выбрано. То есть надо было сперва вот так выбрать, потом вот эти выбрать, потом тут выбрать. А это вам не тяп-ляп. О, я даже пошевелил. Ну, так, если это миллион лет шевелить, 100 пудов такая фигня получится. Тут вот замки какие-то. Оп, по углам. Да? Вот. Видите вот эту надпись? Вот это 100 пудов римская надпись. Да. Латынь или там что у них. Может, смесь греческого какого-то языка. Он типа на омегу похоже. Вот это да. Видите? То есть вот даже не надо вообще быть специалистом, чтобы понять, что вот это не относится к этой цивилизации, которую делали эти камни. Это позднее. Вот, более развитая. Вот. А сейчас современная, еще более развитая. Вообще самая развитая. Такого не будут писать. Да нафига? Нацарапаю, здесь был Вася, и хватит. Криво. Да и то на камне не получится. Да, вот они все вот эти зацепы. Вообще, я даже вот почти не чувствую вот этого стыка. Да? То есть
Я так подразумеваю, это было сделано после того, как они уже поставили. Поставили камни и профигачили вот эту штуковину. Да, оттуда сквознячок такой. Не знаю, может, что-то сюда подавали. Может быть, тут кровь младенцев затекала. Да, ну, судя по всему, вот, видите, там, по-моему, там тоже такая фигня. Вот так здесь, может быть, вода бежала. Да, здесь вот. Вот так вот. Ну, тут вот этот потолок, и там выше еще шел, да. Поэтому, очевидно, я так думаю, что вот это возможно. Ну да, вот если низ они выбрали, потом они пошли вот этот срезали. Вот эти остались швы. Да, вот этот. Тут, возможно, просто было вот так ровно. И потом после они уже, как все камни были установлены, они прорезали вот эту вот штуку. Ничего не село никуда. Такая махина. Вы представляете? Ну да, это сейчас компьютер-то ошибается. Насчитал не так. И всякую фигню. А раньше-то ручек не было, карандашей тоже. На песке палочкой так. Хотя цифр тоже не было. Как они считали это все? Блин, умные обезьяны. Оказывается-то. Ни письменности, ни компьютеров. Ничего. И главное, все умные. Не один. Все умные. Да, вот эти... Тут как-то... А вот. Здесь выбрано. Сюда входил еще один камень. Да. Тут какие-то замки. Ну. Может быть, в тех, что туда стали, не знаю. Но это очевидно, да. Вот здесь выбран. Сюда подходил еще один камень. Сюда. Да. Пошли. Идет представитель высочайшей цивилизации. Поднимается, так сказать, к обезьянам. Так, теперь я разворачиваю камеру. Вот, взгляните-ка, кто это? Кто это? Птица смешанная с крыльями. Тут голова птицы, лапы льва, да? Крылья, хвост. Вот он, хвост. Это не вымышленные существа. Это не вымышленные. Сейчас пойдем там посмотрим. Вот эти. Тут что? А, это. Вот там денег накидали туда, ё-моё. Вот люди. Вот это наши. Вот. Прилепил. Приварил. Насрал. Простите меня. Это вот. Тут приварить-то. Вот, поналепил сверху вот тут. Знаете, как дети в песочек играют. А вот ничего. Ну, простоит пару годиков. На мой век хватит, а там древние так не делали. Не в этом суть. А, вот еще. Вон, посмотрите. Во. Я и не заметил. Вот они. Вот эти существа полунебесные, полуземные, да? Вот видите?
очевидно, 1-2 пролета были таких. Возможно, да. Ну, понятно, что они могли перемешаться. Потом опять. Вот оно. О. Вот здесь видно. Смотрите, да, что у него есть. Для размножения орган. То есть понятно, что это земное существо, да? Ну, судя по вот этому земное, а вот это вот, что это? Крылья. Зачем земному млекопитающему, да, крылья? 100 пудов. По крайней мере, это укладывается символ. Вот верхняя часть существа небесная, нижняя часть земная. Да, чувствуете намек? Потом еще вам расскажу. Это делали древние обезьяны. Так, идешь, пилили, раз. Вот. А вот это высочайшая цивилизация. Люди сделали. А? Так оно и есть. Так оно и есть. Кстати, я вот обратил внимание, я тут случайно присел, батарейка, камеры перегрелись, и вторая, и это зависает, не знаю, или... Короче, я тут присел в тенек и обнаружил, что вот, это такие, да, как седалища, или как их можно назвать. Здесь сидели наверняка, потому что, вот, видите, такая выемка в стене. Вот она. Кстати, да, камни, смотрите как. Опять же, да, просто смотрите, этот туда уходит, этот сюда, этот опять туда. И смотрите, как сделан угол, а? Вот он, угол. Но камень-то дальше, вон он. Как это? То есть, вот он. Вы представляете? Вот это я своим умом даже так вот сообразить быстро не могу, как это возможно сделать. Да? Даже если бы они были бы из пластилина. Охренеть. Зазоры. 0. Да, по всей длине. Хотя, по всей. Вон, нифига себе камушек. Теперь смотрим опять угол. Вот он сплошняком сюда уходит. А этот тут откололся. Этот вот так был. Вот. Вот он, да, видно. То есть он сюда заходил. Вот. Офигеть. И вот здесь, там вот замки, видно замки. То есть надо все выбрать, эти замки. Они, ну, возможно, заливались металлом. Есть такая технология, заливались свинцом. Но это уже римская технология, якобы. Заливались свинцом, чтобы... Вот это вот крыша. Тут сидели, там сидели, там сидели. Вот у этих, возможно. Это понятно, что предположение. Вот эти такие помосты здесь, такие туннельчики. Там оттуда выходило что-то маленькое. Или люди, возможно, я не знаю. Или, что еще может быть, вода. Да, ну вот тут видно сейчас, да, вот она. Раз, вот там вот канал, туда идет, и вот в те отверстия. Там такое эллипсное, вот это туда уходило, это наверняка. Да, то, что я вот говорил, вот он камень, видите, здесь нет угла. Здесь угла нет, это цельный камень, вот так сделан. Вот. Тут
тоже нет. Здесь это трещина. Потому что вот верхний, видите, тоже нет. Там нет, там нет, там нет. Вот эти все. Здесь нет угла. Это вот он вот так вот вытесан. Здесь вот это из белого совсем вход. Один вход, второй. И туда. Здесь я уже был. Здесь две колонны. Тут два ряда, тут два ряда, тут два ряда, тут. Вот они установлены, да? Это сотни тонн, сотни тонн. Вот еще я сразу-то не заметил. Вот, посмотрите. Цивилизация. Цивилизация. Это фигня. Вот. Как налепили-то, а? Бетончик. Все как положено. Вот они. Кругленько. Вот. Все нулевой зазор. Все вот тут. Тут залепили вот арматурчику. Арматуру обязательно. Чтобы не лопнуло. Вот. И вот это вот. Юбочку такую сделали одну. Юбочку вторую. Вот. Это обезьяны тут понаделали, строить не умеют. Вот, вот. Глаз радуется, когда смотрит на такое. Тут все это, тут понятно, все. Дощечками все это выложили, все обтянули, бетон залили. Все. Ничего не надо выдумывать. А тут понастроили, блин, какие-то узоры, лепнину какую-то. Понадолбили камней. Ха, как видать. Да? Что скажете, господа? А? Кто лучше строит? Я того же мнения. Того же мнения. А у них даже арматуры нет. Здесь арматура, железо. У них-то железа не было. Они не знали даже, что такое. Древние, бестолковые, тупорылые. Вот. Вот, пожалуйста. Что тут надолбили? Вот, можно нацарапать. Ну, тут сразу видно, цивилизация была. Вот. Можно подумать, откуда. Вот. Чем. Запросто можно. А тут вот что? Фигню какую-то налепили. Вот, обратите внимание, да, как смотрится вот эта постройка древняя, допотопная. И вот современная. На всякий случай, чтобы камушки не повалились, вот тут придумали такую фигню. Опять же, использовали те древние камни, уперлись в них. Или под них, это, видать, бетон эти залили. Вот, но дело не в этом. Я тут вот нашел, видите, лицо. Вот они на всех этих камнях. Вон там лицо. Здесь, очевидно, тоже было, может быть, раскололось. Или, может, другое было лицо. Вот одно лицо. Вот еще одно. То есть это заметно, что это одно и то же лицо. Да, вот чтобы размер. Вот мое лицо. Да. И вот лицо. Это, я думаю, что возможно это даже один в один. Масштаб. Масштаб 1 к 1. Да, и такое оно своеобразное. Человеческое, естественно. Я сейчас еще покажу одну штуку. Надеюсь, у меня хватит заряда, что я нашел. Сейчас пройдемся здесь. Вот находясь здесь, это однозначное такое ощущение. Даже не надо быть, не знаю, каким-то ученым. Масштабы строений, да, вот этого всего. И, например, вот эта древняя плита. Там еще видно, это вот как раз она где-то применялась. Вот она там валялась. И вот это сделали римляне. Да, это сделали они. Это вот сделали наша цивилизация. Ну, я имею в виду послепотопная. Вот они нацарапали здесь. Вот, обратите внимание, то есть, как камень вот был, вот так они и писали. То есть, те люди бы так не сделали. Они
Если бы они умели писать, вот еще здесь. Вот, давайте посмотрим. То есть это настолько сразу такой контраст выделяет, что ты просто это чувствуешь. Вот это вот здесь был Васин, нацарапали. Ну, примерно вот, понимаете? Вот по сравнению масштаба вот этого камня, да, изготовления и вот эти надписи. Ну, тут получше у них получилось. Тут, очевидно, они долго мутыскали. Вот смотрите, вот он сюда ушел, этот сюда ушел. Написать ровно на камне, вот стоит камень, маленькими буквами написать ровно не смогли. И этим людям приписывают, что это они якобы построили. Это смешно, просто смешно. Вот это глубже они-то не могли. Тут вот раз углубились, да, а тут, ну, может, они пытались что-то тут сделать. Вот, видно, да, вот они что-то там долбили, колотили, все, зубило, затупилось, бросили. Вот это делали они, я соглашусь. Вот еще, смотрите, вот. Так, вот заметьте еще, я обратил внимание, мы сейчас туда подойдем, вот эти колонны, основания колонн, ну, первая, да, справа, если идти, вторая, другая, третья, похожая на первую, вот четвертая колонна, видите, она как многогранник сделана. Потом вот эти две одинаковых, тут две отсутствуют, вот это тоже своеобразная колонна, а это как бы обычная. Вот, я так думаю, что вот эти две, и вот здесь должна была тоже стоять шестигранная. Вот, то есть они что-то обозначают. То есть вот эти вот колонны, вот этот внизу орнамент, да, и мы сейчас там подойдем, посмотрим. Вот храм, да, наверное, ну, на христианский похоже. Возможно, бывшая христианская базилика. Крест убрали, все, потому что выглядит она так, да, византийского такого стиля. Вот, и вот допотопный храм. Вот сравните разницу. Так, вот плита. Я тут уровень поставил. Вот посмотрите, да? Да. Ну, ноль. Еще объектив у меня, поэтому 0 градусов. Кажется, здесь двух колонн нету, здесь как бы обычный, вот, кроме вот этого, здесь, вот, тут колонны все такие обычные, да? Здесь тоже, очевидно, там должна была быть вот подобная колонна с таким многогранником. Теперь смотрим, как вам вот это, а? Русалочка, то есть русал. Угу. Рептилоид, так скажем. Вот. И хвост. Вы думаете, что они? И вот женщина человеческая. Возможно, вот это вот показывает, что если обычная женщина, человек, люди соединятся с ними, то у нее вырастут плавники. Как вам идейка? С другой стороны, откуда взялся он? Вот. Ну, родила такая вот, которая соединилась с каким-то... Что ты орешь там, ё-моё, а? Заколебал. Кто больше обезьяны, эти или те? Час уже целый орет. Вот. Здесь
Что это? Змей Горыныч? Копыта, да? Голова смотрит на женщину с любовью. Это тоже видно. И вот она хвостом ее обвивает. Она обнаженная. Вот тут даже что-то похоже. И получается существо. Так мы потихонечку подходим к причине потопа, именно всемирного. Я еще совсем недавно думал, он был локальный. Включаешь мозг. Короче, ну поговорим еще об этом. Вот еще, смотрите, да, ну это понятно. Так скажем, даже ежу. Вот. А кто вот это? Вот вы только подумайте, что, ну это понятно, бык. А тут они выдумали кого-то. И причем это главная фигура, да, вот она по 4 углам. И бычьи головы. Вот. Важно заметить, что оно с крыльями. И, так скажем, происхождение непонятного. Мы не знаем, что это за существа. Мы можем только предполагать, вот, как все сделано, да? Это все из цельного куска камня. Плиты огромной. То есть у художника у этого была задумка, да? Создать вот этот такой символ, да, скажем. И он его создал симметрично, ровно, в единственном экземпляре, да, ну так скажем, в оригинале. Жалко, не сохранилось. Судя по всему, женщина. Хотя вот это похоже уже на ангелов. Именно в первозданном, возможно, виде. Падших, которые еще, так сказать, не потеряли ангельский образ. Видите, насколько потоп был ювелирным. Вот лица. Одно. Какие брови, да? То не то с бровями. То ближе к мужчине, а это ближе к женщине. И крылья сзади, за головой, видите? Перья. Я не думаю, что это рога. Друзья, я с собой везу не только брюки и рубаху, да? Еще и купальные шорты. Короче, пошел я искупаюсь. Как вам? Прохлада. Пить чай. Я думаю, купаться-то можно. Спустился, покупался. Так. Ага. Разломы такие. Я залезу. Так. Ну все. Сейчас здесь разденемся и занырнем.